Это видео посвящено выравниванию полов плиточным клеем. Поделимся всеми секретами, нюансами, наработками. Пошагово расскажу, почему, зачем, как, выбор этой технологии или другой, в каких случаях лучше выровнять клеем, в каких случаях выбрать равнитель, и обсудим плюсы и минусы обоих технологий. Приятного просмотра! Для тех, кто случайно попал на наш канал и пока не подписан, коротко поясню, в чем суть. Наша основная специализация – это плиточные работы на больших объемах. Порт приписки Санкт-Петербург, но также мы работаем по всей стране. Если у вас есть предложение по работе или сотрудничеству, наши контакты находятся в описании ролика. Приступаем, собственно, к нашему ролику, к теме нашего фильма. Это выравнивание полов под укладку плитки. Тема эта очень большая и обширная, вариантов может быть масса. Все мы из них рассмотреть не сможем. Нам просто не хватит на это времени, но скажем пару слов о равнителях. Чтобы было понятно, мы ничего не имеем против равнителей, как финишных, так и грубых. Если есть такая необходимость и возможность, то, конечно, мы их заказываем. Начинаем объект мы всегда с одного, с подбора материала. Для этого замеряем высоты нивелиром, определяемся с высотами перепадов, соответственно, с толщиной слоев подготовки, предназначением помещения и предпочтениями заказчика. И самый частый запрос от заказчиков у нас – это сделать качественно и экономно. И на этом этапе равнители проигрывают выравниванию клеем. Связано это с тем, что равнителя может уйти в 2, иногда и даже и в 3 раза больше. И тут руки и язык чешутся объяснить почему, но мы не будем этого делать, потому что это будет слишком долго. Все про равнители мы объясним в другом фильме, когда у нас будет объект как раз с выравниванием равнителями. А сейчас лучше сосредоточимся на плюсах и минусах именно выравниванием плиточным клеем. Начнем с плюсов. Плюс первый – это слои. Клеем мы легко можем протягивать, задавая слой на сдир от нуля. Следующий плюс – это превосходная пластичность материала и хорошая адгезия к основанию. Надо отметить, что если хорошо загрунтовано основание, он никогда не отщелкивает. А вот с дешевыми финишными равнителями такое как раз частенько случается. А следующий плюс, опять же повторюсь, это экономия. Клей позволяет нам сделать плоскость без горизонта. В этом как раз и есть экономия, особенно на больших площадях. Из минусов я бы отнес высокую трудоемкость. И иногда помещение бывает с такими кривыми полами, что за раз его не сделать, приходится тянуть 2 раза. Надо сказать, что временами это бывает вынужденной мерой, потому что равнителя нет, его нужно ждать, а клей всегда на объекте. Поэтому чаще просто можно быстро сделать эту работу клеем. Итак, работа с любым помещением, с любым залом начинается с уборки. Выметаем полы, либо проходим пылесосом. Мы для грубой уборки используем вот такой нехитрый девайс. Я думаю, каждый строитель знает, что такое циклон. Вот это белое пластиковое устройство с бочкой позволяет очень серьезно экономить мешки, фильтры пылесоса. Вся эта система вместе с бочками, циклоном, шлангами, переходники к шлангам продается на одном сайте. Я оставлю ссылку в описании. Очень за небольшие деньги можно собрать аналог промышленной системы пылеудаления. Переходим к грунтованию основания. Мы предпочитаем брать грунт-концентрат.
Несмотря на его, казалось бы, высокую стоимость, он обходится дешевле, чем уже готовые грунты. И грунтуют намного лучше, чем разбавленный грунт. Грунт лучше всего брать вот этот, Perfecto. Самый лучший грунт на данный момент. По цене и по качеству. Ссылка на грунт тоже в описании. В отличие от работы с сравнителями, нам не нужно полное высыхание грунта. Достаточно того, чтобы на загрунтованной поверхности просто не было луж из грунта. Итак, замешиваем клей. И здесь нужно что-то сказать о консистенции. Клей делается пожиже, чем под плитку, немного. И, конечно, мы в процессе корректируем. То есть, если слой более тонкий, то делаем чуть пожиже. Если слой потолще, делаем чуть погуще. Ну, это такая уже история, как говорится, по вкусу. Ну, вот на кадрах видно. Вот это на тонкий слой клей. Густой клей тянуть, конечно, тяжело. Жидкий проще. Но тут надо быть очень осторожным, потому что жидкий клей дает достаточно большую усадку. Поэтому надо ловить золотую середину. Скажу пару слов о том, что вам понадобится для этой работы. В первую очередь у вас должен быть доступ неограниченный к воде. Парочка 3-метровых правил. Большие баки. Большой бак — это в который как минимум 2 мешка входят. Телеги обязательно. Парочка телег на колесах. Потому что спину рвать точно не стоит с баками полного клея. И еще важный инструмент — это гребенка широкая на 600. Предварительно нужно втирать клей в основание. Кстати, очень важный момент. Добавлю по поводу воды. Вот на объемах очень удобно иметь бочку накопительную и шланг. Эти две простых вещи серьезно сэкономят ваши деньги на зарплатах подсобников. На экране вы видите, это ангар под пищевое производство. Там основание — это бетон. Он лился по маякам. Он дал усадку между маяков, поэтому мы тянем в одном направлении просто вдоль. Можно придерживаться такой тактики: в первый день тянуть вдоль, а на следующий день тянуть поперек. Таким образом вы сформируете плоскость, в которой не будет резких перепадов, ям, бугров, и поверхность уже подойдет под укладку плитки. Обычно у нас немного другая тактика. Второй способ более сложный для объяснения. Скорее он для тех, кто уже работал со стяжками и в неком смысле набил руку. И главное преимущество вот этого второго способа, то, что он позволяет, конечно, благодаря нашему опыту, сделать выравнивание, сделать эту работу за один день. То есть первый день вы выравниваете, на второй день уже можно плитку класть. Если, конечно, полы не сильно кривые. Бывает, что второго дня просто не избежать, настолько сильные перепады. Попытаюсь объяснить, опытные парни и так все знают. Итак, для новичка первое, с чего вы должны начать, это без клея, на сухую, правилом полазить по полу. Даже мы это делаем всегда перед выравниванием. Ходим с правилом, смотрим, где бугры, где ямы. Можете мелом надписать, где у вас ямы, где бугры. Ну, можно запомнить это, в принципе, их видно. Теперь, пользуясь нашими метками, ставим один угол правила на высокие места и затягиваем клеем по кругу. А если шишка длинная, то тянем по ней как по маяку. В этом вам очень поможет пространственное воображение, 3D-карта полов, которая у вас в голове после промера. Очень хорошо помогает какой-нибудь хороший китайский пуэр заваренный, поможет вам составить эту 3D-карту. Ты втираешь мне какую-то дичь. В целом весь этот метод выравнивания полов плиточным клеем работает в
В том случае, если в помещении есть общий уровень и перепады составляют сантиметр, не больше. Не пытайтесь клеем выровнять какую-то дичь, когда скачет там на 2-3 сантиметра. В таком случае уже нужно делать не выравнивание, а мини-стяжку. Например, по струнам. У нас, кстати, есть видео, как выровнять полы быстро по струнам. Ссылку на это видео оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео. На самом деле, выравнивание клеем 3-метровым правилом — это очень крутой метод, который позволяет нам сделать плоскость без точного уровня. Визуально потом с плиткой будет выглядеть очень круто. Сейчас я кадры вставлю. Это все мы обговариваем с заказчиком на этапе переговоров перед объектом. И в случае, если у заказчика какой-то элитный вариант, тогда мы без проблем зальем всю эту площадь равнителем. Но равнителем мы будем работать, конечно, подходить к самой высокой точке, и соответствующий будет расход. Как правило, он раза в 3 выше, чем вот такое выравнивание клеем. Что еще можно добавить по выравниванию полов клеем? Вы приходите на следующий день, смотрите свою поверхность, что у вас получилось. Если у вас остались какие-то локальные ямы, вы можете их подправить, протянуть сверху. Также у нас остаются небольшие борозды, которые мы стачиваем либо правилом, либо шкребком. Видео со шкребком, а также про выбор клея для этой работы я также размещу ссылку в описании к ролику. Так я его назову, про шкребок, и поставлю там тайминг, чтобы вы сразу перешли и посмотрели. Как раз в этом и есть большое отличие с дешевыми финишными равнителями, которые совсем не точатся на следующий день. Связано это с тем, что при разведении их водой в той пропорции, в которой рекомендует производитель, они очень плохо растекаются. На тонких слоях они совсем не текут, да и на толстых-то они могут давать наплывы. А если разбавить их водой сверх рекомендованного до консистенции супчика, как говорит один строитель номер 1, тогда можно напороться на их растрескивание и отслаивание. Коих баек ходит среди строителей великое множество. У нас есть видео про финишные равнители, и там в комментариях отписалось большое количество мастеров со всей страны. И вот именно таких случаев их сплошь да рядом. Был у нас объект, где мы снимали кем-то залитый вот такой вот равнитель, сняли эпичные кадры. Особо их некуда вставить. Зальем на лайв-канал, если хотите, также будет ссылка в описании, переходите. Там прям пластом отщелкивается этот равнитель, только в путь. После протяжки клеем остаются, конечно, какие-то бороздочки, царапины, какой-то, может, кусочек клейка недомешанный попадается. На экране вы видите, поверхность шероховатая. Не такая, как у равнителя, но при этом плоскость очень хорошая. Что позволяет нам уже работать под гребенку, как завещал великий строитель коммунизма Владимир Ильич Ленин. А под гребенку это значит строго по технологии укладки плитки. Парни, я знаю, многие начали равнять клеем после наших, может быть, неказистых видео, которые мы там выкладывали 4 года назад. Тогда как-то несерьезно относились к каналу. Но те, кто начал работать по этой технологии, отпишитесь, пожалуйста. Интересно, какие у вас результаты, наблюдения, впечатления. Возможно, что-то добавите. Очень интересно знать. Возможно, мы что-то упустили в этом ролике, но хочу посоветовать наш чат плиточников-мастеров в Telegram. Там больше 500 мастеров, вы можете всегда задать вопрос не только по выравниванию клея, любые вопросы по плитке,
что-то со швами, выбор инструмента, ну, миллион вопросов, там каждый день такие обсуждения идут очень интересные. Ссылка в описании, переходите, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей мафии плиточной. Давайте все держаться вместе. Спасибо, что смотрите, не забывайте подписываться и помните, что лучшая благодарность автору — это репост, лайк и коммент. Спасибо.